Что если секрет успеха вашего бизнеса – это не продукт, не визитка и даже не крутой сайт? Готовы ли вы узнать один из решающих секретов, который изменит ваш взгляд на бизнес? Сейчас мы находимся на выставке. Это международная выставка упаковочной промышленности. Она проходит здесь, в Турции, в Стамбуле. И сейчас мы посмотрим, с кем можем познакомиться, что интересного увидеть и так далее. Вообще цель на первом этапе начать изучать рынки, в которых ты более-менее хотя бы разбираешься. То есть искать интересные предложения, партнерства и, может быть, предложить какие-либо свои услуги. И вот вам бизнес-совет номер один. Лучший совет, который вы когда-либо могли бы получить от самых крутых бизнес-экспертов, я не знаю, мира бизнеса. Можете показать это видео хоть Маргулану, хоть Дерипаски, кому хотите. Первое, что вы должны запомнить в бизнесе, это слово «продавай». То есть не визитки делай, не офис ищи, или, я не знаю, не продукт улучшай, нет, продавай. Тебе не нужен суперпродукт на самом начальном этапе, который, как ты думаешь, сам себя начнет продавать. Такого не будет никогда. Это иллюзия абсолютного большинства начинающих предпринимателей, которые просто боятся продавать. Самое главное, что ты должен зарубить себе на носу с самого начала, это заставить себя продавать. Поэтому на начальном этапе приготовь более-менее годный продукт и сразу тестируй его на реальном живом рынке. Ты сэкономишь себе просто годы времени. Перфекционизм в самом начале, он вообще ни к чему. Ваша задача в начале бизнеса совершить первую прибыльную продажу, не более. Почему? Потому что это будет значить, что твоя машина едет. То есть твой механизм доставки ценности клиенту, он работает. Все. Вы сделали уже 80% своего дела. Когда я открывал упаковочную компанию, я совершил ошибку всех начинающих предпринимателей. Я тратил 95% своего времени и сил на поиски офиса, разработку фирменного стиля, цвета компании, логотипа, распечатку визиток, сайта, вот все, что угодно, но не продажу. Через пару недель я сам себя поймал на мысли, что я делаю не то, что нужно делать, а то, что мне хочется делать. А самое главное, что нужно делать, что принесет в компанию доход, я этого не хочу делать. Поэтому я начал сам себя заставлять продавать. Важно с самого начала понимать одну ключевую вещь. Как ваш бизнес генерирует доходы. Все, не более. То есть откуда у вас в компании появляются деньги. Если вы на 100% поймете процесс доставки денег в вашу компанию, вы, дорогие мои, сможете стимулировать свои продажи. Почему очень важно вливаться именно в бизнес-среду? Потому что, когда, например, ты приходишь на всевозможные выставки, на мероприятия, где собираются бизнесмены, там, да, обсуждаются какие-то темы, у тебя появляется очень много идей. Например, даже если говорить про сегодняшнюю выставку, скажем, упаковки, да, здесь я могу, во-первых, найти, скажем, интересные упаковочные предложения, то есть то, что, скажем, не представлено на российском рынке. И, соответственно, договориться с ними, чтобы я стал их дистрибьютором и начать поставлять их продукцию в Россию. Второй вариант. Я могу предоставлять им, скажем, услуги. Например, у меня компания Хараки. Это маркетинговое агентство. И мы можем предлагать им наши услуги. То есть мы можем сказать им, что мы можем облегчить для них доставку их продукции через соцсети. Аудитории, которая находится в соцсетях. То есть, находясь в такой среде, у тебя появляется очень много идей, которые ты уже, иншаллах, можешь в дальнейшем реализовать. Короче говоря, не совершайте мою ошибку и ошибку большинства начинающих бизнесменов. Не думайте, что если вы будете улучшать свой продукт, автоматизировать и оптимизировать всевозможные высосанные из пальца бизнес-процессы, продажи будут осуществляться и расти сами собой. Такого никогда просто не будет. Забудьте об этом. Мой вам совет: сфокусируйтесь на продаже и маркетинге, и все. И, иншаллах, у вас в компании все будет хорошо. Продавать это окей, но что продавать и как продавать, вот это самое интересное. Вот это ты сможешь рассказать? Чувствуешь? Нет. Ничего не чувствуешь? Нет. Реально ничего не чувствуешь? Нет. Это запах следующего видео.